PlayerUnknown's Battlegrounds, или PUBG Battlegrounds, или просто PUBG. Игра, которая популяризировала жанр Battle Royale. На большую карту забрасывается огромное количество игроков, обычно в районе 100, максимум 100. Безопасная игровая зона постепенно сужается, и все игроки пытаются убить друг друга и остаться живых. Когда-то я в одиночку играл в Fortnite, но все время хотел когда-нибудь поиграть и в PUBG, и лишь недавно мне предоставилась такая возможность. Игра была выпущена 23 марта 2017 года в раннем доступе и получила положительные отзывы как от критиков, так и от геймеров. Однако к тому времени, когда PUBG был полностью выпущен 21 декабря 2017 года, отзывы о нем сменились с положительных на неоднозначные. Насколько я понимаю, причиной этого изменения было отсутствие поддержки со стороны команды разработчиков, хотя я так и не понял, каким образом это на самом деле повлияло на игру. 12 января 2022 года, больше чем 4 года спустя, PUBG стал бесплатным. В связи с этим я решил попробовать эту игру для себя, а заодно и привести своего друга на онлайн-сессии. А теперь давайте поговорим. Игра сначала потребует от вас пройти тренировочную площадку, где вас научат передвигаться, прицеливаться и стрелять из оружия, бросать гранаты, пользоваться аптечками, а также поднимать на ноги раненого напарника. На полигон отводится 30 минут, но вы сможете пройти его за 3. Вам не нужно никуда торопиться, так как здесь вы можете узнать про различное оружие, модификаторы, разные типы гранат, которыми вы будете пользоваться в игре так или иначе. Здесь я застрял на прицеливании оружия, так как от меня требовалось 2 раза подряд нажимать правую кнопку мыши, а игра не давала мне ясности. Не помогло и то, что текст заданием как-то сместился, когда само задание стало активным, и я не мог понять, что именно от меня требуется. После этого игра потребует от вас либо 10 раз сыграть против искусственного интеллекта на уже масштабной карте, либо в процессе выполнить 4 задания, например, проехать на машине 2000 метров или убить 5 врагов. Все это несложно. С одной стороны, такая процедура может показаться навязанной, а с другой стороны, обучение необходимо, ведь, например, Fortnite и Apex Legends не содержат такого практического туториала. В этой игре я быстро освоился с механикой и управлением и был готов вступить в бой. Сначала я играл против ботов в одиночной игре. Вероятно, этого и следовало ждать, но ИИ тут немного спорный. С одной стороны, боты видят вас даже в кустах, а с другой стороны, если они увидят, что вы спрячетесь за деревом или камнем, или за стеной здания, то могут побежать к вам на верную смерть. После этого я наконец поиграл с другом, так как в игры Battle Royale можно играть вдвоем или в команде из 4 человек. Flame иногда подстегивал меня на то, чтобы мы, как викинги, бежали на противников и расстреливали их напрямую. Такой тактики придерживаются многие игроки, особенно те, которые выпрыгивают в зону действия в первые же секунды. Я же из тех, кто не любит спешить и предпочитает тактически осматривать местность на наличие врагов, попутно собирая лежащий то тут, то там лут. Одной из небольших особенностей этой игры, которую я бы подчеркнул, является, как бы их назвал, особые зоны. Например, в определенный момент в случайном месте может появиться красная зона бомбардировки, поэтому игрокам стоит либо выйти из нее, либо зайти в любой дом как можно быстрее. А в прозрачной голубой зоне находится элитный лут, который еще стоит найти, прежде чем вас убьют противники. Прозрачные зоны, в отличие от красных, появляются в случайных матчах, но закреплены в определенной позиции и не исчезают до конца поединка. Пожалуй, самое привлекательное для меня в этой игре — это ее художественный стиль и геймплей. PUBG — это в первую очередь реализм. Вас ждут такие локации, как леса, джунгли, пустыни и так далее. Ваша скорость движения сбалансирована, и вы лечитесь с помощью более утоляющих энергетических напитков и аптечек. Дизайн вашего оружия основан на реальных аналогах, и даже названия те же. В инвентаре вам доступны ваши предметы, а также те, что валяются на полу, если вы находитесь близко к ним, и те, что лежат у убитого противника, если вы находитесь близко к нему. Из своего личного опыта я заметил только пару проблем. Поскольку на данный момент игре уже 4 года, в нее играет не так много людей, поэтому часто можно увидеть ботов в онлайн-сессиях. Это приводит к большей проблеме – несбалансированный матчмейкинг. Мы иногда сталкивались с ситуацией, когда игроки с гораздо более высокими рангами просто моментально убивают нас, как только появляются в поле нашего зрения. Последний раз нас убили игроки 500 уровня. Конечно,
Скилл зависит от того, сколько ты вообще играл в эту игру, но я в играх Battle Royale всегда был новичком, и такой дисбаланс гарантирует мой проигрыш. Хотя в некоторых матчах мы неплохо так справлялись, дошли аж до 2-го места. Чем больше и лучше вы играете, тем больше у вас уровень выживания. За каждый матч, в зависимости от того, как вы играете, вы получаете очки в 2 валютах, которые вы можете потратить на покупку разного лута во внутриигровом магазине. Только одна просьба: не поддавайтесь микротранзакциям. Ну, PUBG хорош. Достаточно хорош, чтобы вернуться на сеанс или два, тем более, что теперь игра бесплатная. Стал бы я ее рекомендовать? Но тут уже субъективно, поскольку в отношении игры жанра у людей разные предпочтения. Хотя мой друг и не в восторге от этой игры, мне она очень понравилась. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы YouTube уведомлял вас о новых видео.